Привет, Арми. С самого начала Тэхён и Чонгук обменивались взглядами, которые невозможно было игнорировать. Даже когда они молчали, а остальные участники говорили, эти особенные взгляды почему-то всегда присутствовали на протяжении всей прямой трансляции. Они смотрели друг другу в глаза, затем отводили взгляд, словно понимая, насколько очевидна ситуация, только чтобы снова посмотреть друг на друга, как будто просто не могли сдержаться. Когда Тэхён начал медленно и преувеличенно произносить приветствие BTS, Чонгук невольно уставился на него, останавливая свой напиток, чтобы просто наблюдать. Он ни на секунду не упустил шутку Тэхёна и пытался сдержать смех, который, казался, исходил только от него. Хобби тоже присоединился, но именно Чонгук полностью подхватил шутку. Почему-то все, что делал Тэхён, казалось ему невероятно смешным, и в конце концов они оба улыбались, на их лицах читалась искренняя заинтересованность. Для меня это действительно одно из самых прекрасных зрелищ, как Чонгук отложил все свои мысли и просто посмотрел прямо на Тэхёна. Его улыбка было невозможно скрыть, и тот факт, что Тэхён смотрел именно на него, а не на кого-то еще, создавал ощущение скорее игры между ними, чем чего-то, что должно было рассмешить всех. И это само по себе было таким же мимолетным, как и улыбка, которой они обменялись в конце, из-за такой простой вещи. Позже, когда Тэхён упомянул, что в секрет части альбома будет раскрываться постепенно, Чонгук, не задумываясь, оглянулся на него. Хотя Тэхён был по другую сторону, Чонгук отреагировал на его комментарий с забавным выражением лица, так как точно понял, что тот имел в виду. Хобби спросил его, как именно произойдет раскрытие, и Тэхён ответил, что это произойдет, когда все станет известно. Пока Тэхён продолжал говорить о вещах, которыми он пока не может поделиться, Чонгук наконец осознал ситуацию и пристально посмотрел на него. Этот сосредоточенный взгляд заставил некоторых фанатов предположить, что это может быть долгожданный саб-юнит, поскольку Чонгук, казалось, был полностью поглощен каждым словом Тэхёна, не раскрывая никаких спойлеров. Когда Чонгук наконец посмотрел на свой iPad, чтобы прочитать комментарии, он заметил, что это произойдет не скоро, вероятно, до выхода альбома и раскрытия секрета, который Тэхён не хотел показывать, хотя его реакция говорила о том, что он уже все прекрасно понял. Позже, когда Хобби и Чонгук исполнили свой кавер на «Ариранг», ту же песню, которую они пели в 2016 году, Тэхён не мог отвести взгляд от Чонгука, сидящего на своем месте. На его лице появилась легкая улыбка, как будто он снова подумал, что Чонгук настолько красив, что от него можно умереть, и эта мысль сделала все еще более значимым. Тэхён ни на секунду не отводил от него взгляда, словно единственное, чего он действительно хотел, это смотреть на Чонгука. И тот факт, что его молчание заставляло Чонгука проверять, все ли еще он рядом, напрягая шею, чтобы еще раз взглянуть на него, хотя бы немного успокаивало его. Потому что когда Тэхён начал рассказывать о странных теориях армии, а другие участники начали подшучивать над ним, Чонгук отреагировал мгновенно. Услышав голос Тэхёна рядом, он почти непроизвольно остановился. Он не повернул голову, возможно, потому что у него болела шея от долгих поисков, но все еще, казалось, внимательно слушал каждое слово Тэхёна. Чонгук стоял неподвижно, слегка наклонив лицо в сторону, откуда доносился голос, улыбаясь, когда Тэхён смеялся над фанатами и возвращаясь в нормальное состояние, как только Тэхён замолчал. На самом деле, когда Тэхён начал рассказывать о процессе создания музыки, Чонгук снова вытянул шею, чтобы посмотреть на него. Тэхён спокойно объяснил, но Чонгук продолжал смотреть, слегка прикусывая губу, как будто никого вокруг не было. Его взгляд был настолько пристальным, что Тэхён наконец заметил это и посмотрел в ответ. Они смотрели друг на друга несколько секунд, пока Намджун не вмешался и не нарушил молчание.
Прежде чем Намджун успел продолжить, Тэхён заметил, что если слишком много слушать песню до ее официального релиза, то потом уже не хочется ее слушать, когда она наконец выйдет. К этому моменту Чонгук явно устал от этой неловкой позы, но все еще, казалось, был полон решимости не пропустить ни слова из того, что говорил Тэхён. В конце концов, усталость взяла верх, и Чонгук снова уставился прямо перед собой. Однако, когда Намджун упомянул, что на концертах все по-другому, Тэхён снова повернулся к Тэхёну. На этот раз он заговорил прямо, сказав, что они немного изменились в этом плане, объяснив, что не слушали свои предыдущие песни, но новые им не наскучили. Тэхён понял, что комментарий адресован ему, и не смог сдержать реакцию, ответив, что услышал. Намджун ответил, что согласен. В этот момент Чонгук перестал смотреть на Тэхёна и прислушался. Чонгук, не поворачиваясь к Намджуну, спросил, постоянно ли меняются их любимые песни. Остальные с готовностью согласились. Однако, когда Чонгук начал что-то говорить, он не смог закончить фразу, потому что Тэхён случайно прервал его, спросив Намджуна, какая у него любимая песня. Намджун задумался, не зная, как ответить, и Джин объяснил, что не может называть имена, потому что альбом еще не вышел, и это будет спойлером. Хотя Тэхён не задал ему вопрос напрямую, Чонгук почувствовал непреодолимое желание ответить. Он сказал, что его любимые песни постоянно меняются, посмотрел ему прямо в глаза и запрокинул голову, чтобы рассмотреть его поближе. Любопытным, почти неосознанным образом он поцеловал его, отчего они оба немного застенчиво рассмеялись над этим неожиданным жестом. На самом деле, у Чонгука не было никакой причины говорить что-то связанное с поцелуем, но он, казалось, сделал это не задумываясь. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы смутить их обоих. Просто обратите внимание на едва заметную реакцию Тэхёна, когда он увидел жест Чонгука, и на то, как Чонгук не смог сдержать смех, прикрыв рот рукой, словно пытаясь скрыть что-то, что вырвалось так естественно и спонтанно. Вы можете интерпретировать это как угодно, но мне это определенно показалось слишком очаровательным, чтобы игнорировать. Позже, когда Тэхён попросил присоединиться к прямой трансляции со своего планшета, чтобы почитать комментарии, Чонгук не мог не смотреть на него в ответ. Казалось, он использовал любую возможность, чтобы завладеть им, пусть даже только взглядом. Пока Тэхён проверял экран, чтобы убедиться, что его борода больше не видна, потому что он ее сбрил лазером, Чонгук пристально смотрел на него, как будто ему больше нечем было заниматься. Было ясно, что он использовал каждую возможность, чтобы сосредоточиться на лице Тэхёна, спокойно глядя на него и не отводя взгляда. Даже когда Тэхён смотрел на него с таким нежным выражением лица, которое невозможно переоценить, все стало еще более особенным, когда Чонгук ответил на его комментарий таким же нежным взглядом. Своей реакцией Чонгук создал впечатление, будто действительно слушает. Казалось, Тэхён обращался непосредственно к нему, и Чонгук, не теряя дара речи, рассмеялся, чем порадовал Тэхёна и заставил его смотреть на него, не отрывая взгляда ни на секунду. Я просто не могу перестать восхищаться этой реакцией. Никто не станет отрицать, что все это заслуга Тэхёна, и это было невероятно мило. Пока они обсуждали, что будем есть, Хобби спросил, будет ли десерт, так как это было для него самым важным. Тэхён поглядывал на Чонгука, который, воспользовавшись отвлечением Хобби, снова посмотрел на Тэхёна. Затем он посмотрел вперед и сказал, что, конечно же, десерт будет. Когда Тэхён упомянул, что это будет крем-брюне, Чонгук невольно повернулся к нему с широкой улыбкой, демонстрируя все свое обаяние. Ведь, конечно же, мы уже знаем, как сильно он любит в Тэхёне все.
Даже когда Тэхён начал спрашивать, где они будут проводить следующую прямую трансляцию, и все согласились, что это будет в доме Намджуна, пока Намджун корчил смешные рожицы, Чингук не мог отвести взгляд от Тэхёна, как и на протяжении всей трансляции. Каждая деталь его лица завораживала его, и он не хотел ничего пропустить. Даже когда другие участники говорили, его внимание было полностью сосредоточено на Тэхёне. Он слегка повернул голову, когда Тэхён немного наклонился, стараясь сохранить этот идеальный ракурс, слишком прекрасный, чтобы описать словами. Потому что пока Чингук говорил об альбоме, а Хобби тоже высказывал свои комментарии, он не мог удержаться от того, чтобы украдкой поглядывать на Тэхёна. Хотя говорил Хобби, Чингук, казалось, не мог отвести от него взгляд. Такую же динамику он поддерживал на протяжении всей прямой трансляции. Его глаза постоянно искали того особенного человека, словно он не мог оторвать от него глаз ни на секунду. Самым забавным моментом было, когда Чингук читал комментарии от армии, которые советовали ему просто не плакать. Он немного растерялся, потому что на самом деле не плакал. Затем Джин начал говорить ему не плакать, за ним последовал Чимин, который тоже задал тот же вопрос, хотя сам не плакал. А когда Тэхён присоединился, напевая «Не плачь», это было так мило, потому что Чингук просто не понимал, почему все так говорят. Позже, когда Тэхён упомянул, что у них еще 2 месяца на подготовку, Чонгук сказал ему, что видел фанатское видео, в котором были показаны все города, которые они посетят во время тура. Пока он говорил, Тэхён пристально смотрел на него, внимательно слушая, а Чонгук смеялся, говоря, что видео показалось ему милым. Сейчас я не могу с уверенностью сказать, что это была настоящая ревность, но кое-что привлекло мое внимание, и я хотел бы поделиться этим со своей точки зрения. Каждый может интерпретировать это как хочет, это всего лишь мое личное мнение, и я хотел бы, чтобы... Оставляйте свои выводы в комментариях. Поскольку у парней перед собой были планшеты, чтобы читать комментарии, и они могли видеть свое отражение на экране, было ясно, что Чонгук мог следить за всем происходящим позади себя, не оборачиваясь. Поэтому, когда Хобби предложил Тэхёну покрасить волосы в фиолетовый цвет, и Тэхён, похоже, его не расслышал, Чонгук наблюдал за всем происходящим через экран. Хобби взял Тэхёна за руку, предложив сделать это вместе, и пока Чонгук, казалось, наблюдал, как только он закончил поправлять прическу, он воспользовался этим жестом, чтобы посмотреть, что скажет Тэхён. Именно Хобби Чонгук увидел, когда обернулся после его предложения, и хотя Тэхён больше ничего не сказал, по какой-то причине Чонгук на этот раз смотрел на него более пристально, чем раньше. Казалось, ему было любопытно узнать реакцию Тэхёна, и хотя Тэхён ничего не ответил, больше, чем реакция Чонгука, привлекло то, что когда Чонгук повернулся, чтобы посмотреть на Тэхёна, Хобби наблюдал за его реакцией, словно зная, какое впечатление это произведет на нем. И, похоже, он подтвердил это, когда начал смеяться и недоверчиво качать головой, глядя на Тэхёна так, будто тот тоже это заметил. И хотя Тэхён, казалось, не хотел ничего предпринимать, потому что до сих пор все было идеально, Хобби продолжал смеяться и в конце концов указал на него пальцем, почти обвиняя его в излишней самоуверенности за бездействие. В их мирной обстановке чувствовалась некоторая драма, потому что было ясно, что между ними все хорошо. И, возможно, Тэхён хотел избежать чего-то, за что Хобби в итоге подшутил бы над ним, когда, наконец, указал бы на это. На самом деле Чонгук смотрел на него как можно чаще, не как будто следил за тем, кто говорил, потому что Тэхён даже ничего не сказал, а Чонгук все равно смотрел на него, словно что-то в Тэхёне заставляло его смотреть на него как можно чаще. И, наконец, когда парни попрощались с армией и пообещали вернуться, прямо в конце, когда Тэхён встал перед окончанием прямой трансляции, Чонгук снова, наконец, посмотрел на Тэхёна до конца, не избегая и не скрывая этого.
Потому что хотя некоторые и посчитали свидание Тахьона в определенном баре всего лишь слухом, оказалось, что 5 дней назад ресторан «Сака Бар» опубликовал фотографию Тахьона и Чонгука, раздающих автографы, поскольку они недавно там побывали. В посте ресторан написал: «Ви и Чонгук, спасибо за визит. Если вы вернетесь, мы обслужим вас в условиях полной конфиденциальности». Ресторан, который Тэкук выбрал для ужина, был уютным и камерным. Они забронировали столик заранее, и, поскольку фотографировать было запрещено, оставили автографы, как видно на фотографии, опубликованной самим рестораном. Более того, официальный аккаунт ресторана в Instagram подписался на Тахьона и Чонгука и отметил их в постах, что ясно дало понять, что они действительно пошли туда вместе. Таким образом, похоже, что Тахьон и Чонгук посетили ресторан «Сака Бар Кот» в Сонсудоне 5 дней назад, что подтверждает, что Тахьон не хотел создавать ненужные драмы и предпочел не делать ничего, что могло бы испортить прекрасный момент, который они разделили во время прямой трансляции. Кроме того, им удалось найти время в своих графиках, чтобы побыть вместе, как мы всегда и надеялись, и, несмотря на заявления хейтеров об обратном, время продолжает доказывать нашу правоту. А тот факт, что у бедного Чонгука болит шея от каждого поворота, каждой попытки незаметно уйти, момент, когда он снова увидел Тахьона, наконец-то стал молчаливым подтверждением того, что все это стоило того. То, как он почти инстинктивно всегда находил идеальный момент, чтобы найти его среди всех остальных, словно мир сузился до точки, где существовал только Тахьон, именно это делало невозможным переоценить его значение. Потому что эти взгляды нельзя было подделать, они рождались из чувств, которые тщательно и с любовью выстраивались с течением времени, и каждый раз, когда Чонгук снова поворачивал голову, даже если это было трудно, он ясно давал понять, что для него Тахьон всегда будет стоить каждой секунды.